Всем привет, друзья! У меня сегодня настроение приготовить что-то полезное. Предлагаю простой рецепт семги в сливочном соусе. На гарнир буду подавать ньокки. И чтобы это полезное кушанье было еще и вкусным, необходимо выполнить несколько простых действий. Красную рыбку нужно будет замариновать. Использую базовые приправы, соль и черный перец. И пока рыба маринуется, приготовим тесто для ньокки. Для этого нам понадобится 550 грамм картофеля. Картофель заранее запекла в духовке. Картофель нужно предварительно промыть, сделать пару проколов и завернуть в пекарскую бумагу. Отправляла в заранее разогретую духовку на 220 градусов. И вот теперь картофель нужно будет натереть на мелкой терке. Картошечку не приминаем, вот она должна оставаться в таком пушистом виде. Теперь насыпаю на картофель 20 грамм манки, 30 грамм сыра пармезан, по вкусу солю, чайная ложка розовой соли. Добавляю черный перец и потихоньку вот так вот перемешиваю, не приминаю. Картофельная масса должна оставаться пушистой. Как только все продукты хорошенько перемешались, сделаю небольшое углубление. Добавляю 3 желтка. «150 грамм муки». Мука высшего сорта, заранее просеяла. И замешиваю тесто. В моих предыдущих видео есть подробный рецепт приготовления теста на ньокки. Очень удачная, оригинальная тесточка. Этот рецепт тоже ничем не хуже, но в предыдущем видео я готовила тесто на козьем сыре пекарина, а здесь на пармезане. Если приготовить тесто, к примеру, на картофеле, отваренном в мундире, тогда тесто потребует намного больше муки. Уже получится не ньокки, а просто картофельные клетки. В этом рецепте должно использоваться по минимуму муки. К примеру, на килограмм картошки должно идти 1/3 часть муки. И здесь у нас получается 550 грамм картофеля, запеченного в мундире, чистый вес. 30 грамм сыра пармезан, 20 грамм манки, соль, перец по вкусу, 150 грамм муки.
Вот, посмотрите, какое тесто у нас получается. Стоит его хорошенько замесить, оно не липнет. Такое липнущее, но не прилипает к перчаткам. И теперь тесту нужно будет дать немножко отдохнуть. Формирую вот такой вот брусочек. И отправляю в прохладное место. Тесто сверху можно присыпать небольшим количеством муки. Пока тесто отдыхает, рыбка маринуется, приготовим другие составляющие. Для этого блюда нам понадобится сыр пармезан, 125 грамм шпината, шпинат свежий, я его заранее промыла, помидорки где-то около 15 штук. Это такие коктейльные томаты, очень сладкие, сочные. Сейчас как раз сезон помидорок. 2 средние луковицы. Лук нужно будет мелко порезать. Соль, перец и другие приправки. Петрушечка вот. Базилик. И как я могла забыть от такой очень важной приправки, это вот чесночок. Я использую 2 зубчика. Чеснок нужно будет мелко порезать. Сок половины крупного лимона. Замаринованную рыбу нам нужно будет обжарить с одной и с другой стороны. Время обжарки такое коротенькое, так как мы еще будем рыбу тушить в соусе. Рыба жирная, поэтому много масла в сковороду я добавлять не буду. Вот смотрите, масла совсем не нужно добавлять много, потому что рыба сама выделяет жир. Семейство лососевых очень такая жирная рыбка. На одной стороне обжарили, переворачиваем на другую сторону. Вот как только рыбка красиво подзолотилась, сразу переворачиваем. Долго ее жарить не нужно.
Соус буду готовить на растительном масле, подсолнечное, без запаха. В разогретое масло добавляю столовую ложку муки. Муку обжариваю до золотистого цвета. В обжаренную муку добавляю лук и мелко порезанный чеснок. Лук обжариваем до мягкости и золотистого цвета. Как видите, лучок отлично подзолотился. Теперь лук нужно будет залить 300 мл холодной воды. В воду добавлю 300 мл сливок. Так как рыба жирная, я разбавляю сливки с водой. Если вы хотите, можете использовать только сливки. Сливочный соус потихоньку начинает закипать. По вкусу солю. Черный белый перец, тимьян, небольшое количество иголочек розмарина, сок половины лимона, и для ароматики добавляю небольшое количество сухого белого вина. Соус накрываю крышкой и дам ему потомиться на умеренной температуре. Формовка ньокки очень простая. Берем кусочек теста и раскатываем в жгут. Нарезаем на кусочки шириной с вилочку, чуть больше, на пару миллиметров. Формируем с помощью вилочки. Вилочку можно обмакнуть мукой. Укладываем подушечку теста, приминаем и прокручиваем. Получается вот такая вот толстая стружка теста.
Таким способом ньокки очень быстро готовятся. Если, к примеру, приготовить вот такую вот подушечку теста, она может сверху приготовиться, а внутри быть сырой. Поэтому вот так вот рекомендую ложить на вилку, придавили и прокручиваем. Ньокки можно уже купить готовые в магазине, но мне больше нравятся по вкусу домашние. И вот так вот буду поступать, пока не переделаю все кусочки теста. Если тесто чуть-чуть начинает прилипать, тогда подсыпайте муки. В этом блюде также можно использовать любой другой гарнир по вашему вкусу. К примеру, картофельное пюре, рис, макароны. Вот если вы надавили подушечку, вот так вот хорошо придавили к вилке, потом вот будет оставаться вот такой вот четкий рисунок. Вот полоски, такие вот бороздки от вилочки. Ньокки буду отваривать в кипящей подсоленной воде. После отваривания их также можно обжарить, но я этого сегодня делать не буду. Я их обжариваю, когда, к примеру, хочу приготовить соус на основе сливочного масла и шалфея. Растапливаю масло, добавляю в разогретое масло листья шалфея и потом отваренные ньокки. Чуть-чуть обжариваю до золотистого цвета. Это тоже получается очень вкусно. Соус хорошенько протушился на умеренной температуре. Добавляю сюда помидорки. Помидорки нарезала на половинки. Помидоры нынешнего урожая, поэтому им тушиться долго не нужно. У них очень тонкая кожура. Листья шпината. И вот теперь шпинату с помидорками нужно будет дать немножко протушиться, где-то около 3 минут. Заправляю пармезаном. Зелень петрушки. Даю где-то около 1 минуты покипеть.
и укладываю рыбку. Кроме петрушки можно добавить еще сюда пару листиков базилика. Рыбу с овощами где-то протушиваю около 5 минут на умеренной температуре. Теперь отварим ньокки. Забрасываю в кипящую воду. После закипания готовлю где-то около 3 минут. Приготовленные ньокки отправляю в холодную воду. И вот теперь ньокки нужно будет откинуть на друшлаг, слить водичку. Ньокки по вкусу можно заправить растопленным сливочным маслом. И я добавлю сюда пару листиков базилика. Вот так приготовленное блюдо смотрится на тарелке. Впечатляет, не правда ли? Очень аппетитное, полезное. Непременно попробуйте приготовить и вы. На сегодня все. Всем пока и до следующих встреч в новом видео.